Погожим осенним деньком тишину нарушала лишь мелодичная романтическая музыка, доносящаяся из салона дорогого автомобиля. Он принадлежал молодой и очень красивой женщине. Эвелина была весьма успешной бизнес-леди, ведь не зря же она в свое время, благодаря заботливым родителям, окончила английскую школу экономики и теперь успешно управляла делами рано почившего отца. Лина была достаточно скромной в своих желаниях и никогда не выбирала спутника жизни по состоянию его кошелька. Главным для нее были настоящие светлые чувства. И как ей показалось, она нашла свой идеал. Данил был старше ее на 8 лет и в свое время преподавал в университете, в который она попала по международной программе обмена студентами. Сразу мужчина обратил внимание на симпатичную и, главное, богатую студентку. Ведь однажды, сразу же после занятий, разразилась страшная гроза, и Лина любезно предложила подвезти его до дома матери, в котором он благополучно и проживал, ужасно желая поскорее съехать. За такой подарок судьбы Даня ухватился как ребенок за эскимо. Правда, мать его не слишком одобряла такие неравноценные браки, о чем прямо ему и заявила. Мол, не ровня тебе эта девушка, хлебнешь ты с ней еще горя. Но Данил, несмотря на то, что не испытывал к Эвелине ни малейших чувств, выбрал ее. Правда, спустя пару лет брака финансы отошли на задний план, и пылкое сердце мужчины, кроме денег, возжелало и настоящей любви. И надо же было такому случиться. Совершенно неожиданно, на дороге, ведущей к их дому, он совершенно случайно встретил свою судьбу. Сломалась у бедняжки ее старенькая машина, и Данил, как настоящий джентльмен, любезно предложил свою помощь. В тот момент, когда он ее увидел, впервые в жизни он ощутил, что такое влюбленность, позабыв обо всем на свете, даже о своей беременной жене, которая буквально через месяц должна была родить. С тех пор они стали парой, что называется, не разлей вода. Встречались молодые люди теперь едва ли не каждый день. Вот и сейчас, вместо того, чтобы отвезти в больницу недавно родившей жене нужные ей вещи, он решил отправиться развлекаться с любовницей. Сидя на заднем сиденье, мужчина с удовольствием слушал свою зазнобу. «Даник», — ласково говорила ему длинноногая рыжеволосая бестия, поглаживая его при этом ладонью. «Мы с тобой встречаемся целый месяц, и мне кажется, пора уже как-то узаконить наши отношения». Данил посмотрел на женщину влюбленными глазами и, крепко обняв, сказал в ответ: «Любимая, мне кажется, ты недооцениваешь меня. Я уже почти все уладил. Моя благоверная уже переписала на меня свой дом, и заодно и бизнес. Осталась мелочь – выставить Линку восвояси. Сына, конечно, я не брошу, буду помогать. Но жена не получит от меня ни копейки. Пусть это будет компенсацией за те годы, которые я провел рядом с ней». Весь этот месяц мужчина уговаривал жену выписать ему генеральную доверенность на управление фирмой, которую он после собирался благополучно продать, после чего отбыть со своей новой любовью в теплые страны. В таком случае, дорогой, предлагаю поскорее отпраздновать это событие. Не стоит ждать ни минуты. Поедем прямо в роддом и вместе скажем этой простушке, твоей жене, о том, что мы любим друг друга. Но прежде заедем в туристическое агентство. Мне непременно хочется слетать с тобой в теплые страны, туда, где плещется ласковое море и светит жаркое солнышко. Представляешь, я дальше нашего Черного моря и не была нигде. Не то с тоской, не то с намеком добавила Ника. Ты погоди, мы с тобой весь мир объездим, и везде я буду носить тебя на руках и осыпать твой путь лепестками роз, пролепетал влюбленный Данил. После этого любовники отправились в город, где поспешили в лучшую туристическую фирму, откуда спустя час вышли с невероятно счастливыми улыбками на лицах. А в это самое время в небольшой платной палате родильного дома у окна стояла женщина. Взгляд ее был уставшим, была в нем доля печали, но в то же время в ее глазах крылось безграничное счастье материнства. К груди она прижимала крошечный комочек счастья, своего новорожденного сына. Эвелина не ждала мужа, ведь тот в последнее время был с ней слишком холоден. Разительные перемены произошли с ее любимым. Размышляя над всем этим, Лина увидела подъехавший ко входу автомобиль мужа. Но к ее ужасу супруг вышел из него не с букетом цветов,
и подарками для нее и сына. Открыв пассажирскую дверцу, он подал руку другой женщине, после чего в обнимку они проследовали в роддом. Увиденное просто шокировало Лину. Не каждой суждено увидеть измену любимого человека собственными глазами, при этом еще и держа на руках маленького сынишку. Некоторое время ей казалось, что это просто наваждение какое-то. Стоит только открыть глаза, и весь этот кошмар растворится. Но этого не произошло. Наоборот, спустя мгновение дверь в палату отворилась. И хотя посещение было запрещено, чудодейственная шоколадка, перекочевавшая в карман медсестры, быстро решила данный вопрос. На пороге, ухмыляясь мерзкой улыбкой, стоял Данил, вместе со своей зазнобой, заявивший, что их пути с супругой должны разойтись. Слишком разными они оказались людьми. То, что он когда-то женился на ней, было самой большой ошибкой в его жизни. Но теперь-то он полюбил другую, ту, которая будет для него настоящей музой. При этом его спутница лишь ехидно посмеивалась и даже имела наглость подмигивать обманутой жене. От столь неожиданного посещения, и уж тем более от таких слов супруга, Эвелина так и села, не в силах вымолвить ни слова. Слезы ручьем потекли из глаз бедняжки. Она уже не слышала, что еще говорил ей этот предатель, который выпросил у нее доверенность на управление бизнесом. Даже их загородный дом она подарила ему, оставшись ни с чем, с ребенком на руках. Напоследок, Данил, разозленный тем, что жена лишь плачет, а не закатывает скандалы и истерику, желая добить Лину, он выкрикнул: «Можешь сама себя встречать из роддома, а мы с Никой уезжаем отдохнуть от такого ничтожества, как ты. Надеюсь, когда мы вернемся, ты уже освободишь для нас жилплощадь». Спустя некоторое время, выплеснув всю злобу, он удалился. Алина все так же сидела на кровати и плакала. Но вскоре в палату вошел Константин Викторович, ее лечащий врач. Очень добрый и порядочный человек. Краешком уха, проходя по коридору, он слышал о том, что же здесь произошло, став невольным свидетелем предательства. Увидев плачущую женщину, он подсел на краешек кровати и с сочувствием, глядя на нее, неожиданно взял ее маленькую слабую ладошку в свою сильную руку и тихо сказал: «Не нужно убиваться по тем, кто недостоин нас. Человек сам творец своей судьбы. В мире есть так много прекрасного, о многом еще стоит побеспокоиться. Меня ведь и самого когда-то бросила жена. Я был всего лишь начинающим врачом, а она хотела все и сразу. Теперь у меня есть своя клиника, но и простым доктором я не забываю работать, ведь не у всех есть деньги. Ну а моя бывшая супруга теперь повар в школе. У нее было много амбиций, но мало желания работать. Ей хотелось всего и сразу, но, как известно, за подобное часто оказываешься ни с чем». Эти слова утешили Лину, а тепло, исходящее от руки доброго человека, согрело ее разбитое сердце. А вот Данил с любовницей тем временем спешили в столичный аэропорт, чтобы отправиться отдыхать. 2 недели после этого они провели на чудесном берегу Лазурного моря. Мужчина щедро сорил деньгами направо и налево. Им была забронирована одна из самых дорогих гостиниц. Не жалел он денег и на развлечения с любовницей, потратив в общей сложности более 1 000 000 рублей. Невероятно счастливыми и загоревшими вернулись они в родной город, первым делом отправившись домой, чтобы проверить, выехала ли уже Лина из собственного дома, а если нет, то можно будет и при помощи полиции выдворить бывшую хозяйку. Каково же было удивление, когда, войдя в дом, Данил увидел супругу, которая, как ни в чем не бывало, пока няня приглядывала за его сыном, в гостиной спокойно пила чай со своим лечащим врачом, с которым, судя по всему, ее связывали довольно тесные отношения. Но еще больше был мужчина поражен тому, что это не он выставил супругу за порог, а доктор выпроводил его восвояси, отвесив напоследок смачный тумак, от которого Даня, споткнувшись за воротами, растянулся плашмя в грязной луже, окунувшись в нее с лицом. При этом больше всех с него хохотала любовница. Все оказалось весьма просто. Именно с подачи Вероники и была для него устроена проверка, ведь та являлась лучшей подругой Лины. Долгие годы женщина жила за границей, а вернувшись, наспор и предложила подруге соблазнить ее мужа.
Не могла поверить Эвелина тому, что способен предать ее супруг, потому и согласилась. Страшным потрясением для нее оказалась правда, но все же она решила пойти до конца, чтобы наказать мерзавца, который задумал отнять еще и ее имущество. Разумеется, и доверенность, и дарственная на дом были подделками, о чем и имел честь вскоре узнать Даниил. Но на этом его беды не закончились, ведь он остался должен банку кучу денег за его развлечение с любовницей, которая оказалась женщиной любвеобильной и с радостью попользовалась возможностью получить удовольствие и весело провести время за чужой счет. Пришлось мужчине вернуться к разбитому корыту, в дом своей матери, которая посчитала своим священным долгом ежедневно напоминать сыну о его глупости, чем доводила его до белого коленя. Вернулся Даня преподавать, только уже не в университет, а в обычную школу, ведь места в вузе для него не нашлось. А из его скромной зарплаты еще долгие годы будет вычитать долг перед банком и алименты на собственного сына, которого он так же, как и жену, предал, не задумываясь о последствиях.